Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Весы на канале Таро Инспирасьоне. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша личная жизнь до конца года 2026. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И этот период в несколько месяцев может стать таким глубоким переосмыслением, как и в развитии отношений, но точно так же в решении бытовых вопросов. И все это происходит именно потому, что осенью, вот только представьте, у нас 6 планет, которые и самые важные, кармические, как мы говорим, Уран, Плутон, Нептун и Сатурн будут находиться в ретродвижении в разные периоды. Но это еще и добавляет нам такой маленький нюанс, когда две планеты, которые не находятся подолгу, на долгий период в ретродвижении, а конкретно Венера и Меркурий. Но это все то, что проблемы каждого дня. Или задачи даже ежедневные, или то, что мы называем словом нашего благополучия, да, вот все вместе это как наслаивается, переворачивается и, может быть, создает для нас определенную путаницу. А если уже мы говорим о Венере и Меркурии, то ретро-Венера у нас будет с 3 октября по 14 ноября, а ретро-Меркурий будет чуть позже, с 24 октября, но по 13 ноября. Поэтому, как минимум, они вместе проходят какой-то период, это 3 недели, которые могут наслаиваться на те события, которые связаны вообще с чем-то глобальным. Поэтому может быть такое состояние идеального шторма. Вот давайте узнаем, с чем это связано. Кстати, ретро-Венера – это возвращение бывших. А ретро-Меркурий – это классическая путаница. Итак, прелюдия перемен. Вот давайте будем узнавать. Карты нам пасьянса будут и рассказывать, и показывать. Может быть, с чего начинается. Или какой сюжет начинает закручиваться у вас, мои дорогие весы. Смотрите, нож – это ссора. Ну, предупрежден, вооружен, да. То есть где-то может быть такая ситуация, которая… Как отношения, родственники, дальняя какая-то родня, если уж мы смотрим на личную жизнь. Может быть, личная жизнь не обязательно это про любовь, иногда это именно наша личность. Или те вопросы наших собственных амбиций, когда мы что-то хотели осуществить, а у нас либо стопорилось, либо не пошло. Может быть, в основе действительно был какой-то конфликт, да, когда это не выходило из головы. Может быть, где-то карта говорит, если уж мы про любовь, то это затянувшийся какой-то конфликт. Тоже может выйти как на поверхность. Тем не менее, посмотрите, у вас еще совпадает, сразу скажу. В нашем пасьянсе мы можем соединять те карты, которые в крайних рядах. И в крайних рядах у нас, если мы соединим, именно подкова. Символ семейного счастья. Поэтому даже для тех, кто в паре, если нашла коса на камень, то есть возможность помириться, мои дорогие. Нам так сразу карты говорят. Для кого-то из вас это может быть даже очень сложная история, которая была связана с годами, например. Смотрите, гости, да? Может быть, и не видели друг друга люди долгое время, но это я так могу предположить. Но вообще гости это могут быть, как и вы кому-то гости можете отправляться, точно так же и к вам гости. Судьбоносные гости, потому что когда выпадает крест, это именно судьба. Интересно, тут у вас прям перемены могут начинаться, да вот хоть с августа. Вот смотрите, выпадает сердце, и когда это происходит, сердце и нож, разбитое сердце. У кого-то та история, когда, ну, может быть, вопросы в паре, потому что все-таки у нас тут выпадает подкова. Я могу сказать так в целом. Есть возможность заключить почетный компромисс. Есть возможность примириться. Конечно, мы все разные. Берите от нашего расклада лишь то, что откликается, или то, что скорее перекликается с реальными событиями вашей жизни. Потому что тут ведь может быть двояко. У кого-то длительная история, которая как раз закончилась ничем, да, минусом, разбитым сердцем, то теперь вот это значение подковы может означать то, что в вашу жизнь входят новые смыслы. И может быть и новый человек, я такого тоже не исключаю, с которым вы можете, кстати, познакомиться в гостях. Вот такой вариант возможен.
Или когда даже в тех вопросах, когда расстались, да, с разбитым сердцем, может быть и оба, то все равно сейчас до конца 2026 года или есть какие-то вопросы, которые вас объединяют, и, возможно, встреча, может быть, даже делового характера. Но здесь тогда и есть возможность услышать друг друга, начать все заново, трансформировать, перевести отношения на новый уровень. Очень интересное такое значение. Вы можете по этому поводу, кстати, сомневаться, потому что мечи совпадают, и мечи – это у нас тревога. Это не есть что-то материальное, но это нам покоя не дает, да. Где-то глубоко в нас сидит и заставляет каждый раз что-то 1000 раз переосмыслять. А я бы вам добавила такого значения. Смотрите, очень интересно у нас совпадает последний ряд. Ангел. Это как ангел наблюдает за вами. Вообще прописано в пасьянсе доброжелатель. Но рядом с этим доброжелателем у нас змея. А змея это у нас как раз наоборот. Змея притаилась, мы говорим, да? Есть и тот, кто вам сочувствует, тот, кто за вас болеет душой, переживает всем сердцем. Но по змее это те люди, которые правды нам не говорят. Говорят одно, а действуют по-другому. Или вообще не действуют, а просто наблюдают и ждут, да? Когда удобный момент, чтобы поставить подножку. Вот, мои дорогие весы, тем не менее, редко бывает, что вот близко совпадают такие два значения. И не случайно. Тогда вот все то, что у вас совпало в самом начале, как раз и могут подсказывать, что третьи люди были в содействии, или какие-то советчики, может быть, да, или, ну, вообще третья персона, или даже, давайте рассмотрим третьи факторы, потому что меня смотрят люди из разных стран. Тут могли наслоиться одни события, как личная жизнь, на события, которые касаются, допустим, денег, финансов, работы, а потом еще и то, что вообще происходит вокруг вас. Это как события в мире. Я такого тоже не исключаю. Может быть, и были ограничения или вот эти сложные факторы, как в непреодолимой силы событий. И здесь вот все равно до конца 2026 года, значит, некоторые сюжеты нам возвращает судьба, чтобы вы с этим определились. Потому что именно судьба. Мы как будто от судьбы не идем и не уйдем. И я бы сказала так. Нет мелочей, понимаете? Причем нет мелочей не только до конца 2026 года, а я бы еще сказала январь и февраль. До середины февраля это железно. И поэтому те события, которые у вас складывались до этого периода, они могут у вас, как и с ваших позиций, вам интерес какой-то, да, есть, это прояснить. Но точно так же люди могут появляться с таким желанием. Поэтому все, кто появляется в вашей жизни, или все то, что происходит вокруг вас, поверьте, мои дорогие весы, все не случайно. Значит, какой-то пазл должен сложиться. Значит, какой-то сюжет должен получить свою развязку. И ясность, самое главное, она должна быть достигнута. Но, может быть, и придется вам профильтровать собственное окружение. Я этого не исключаю, потому что, по крайней мере, мы можем принять это как за подсказку. Но, безусловно, раз первое значение у вас выпало именно подкова, как семейное счастье. А я должна сказать, у нас еще и год лошади. Поэтому раньше подкова – это вообще символ удачи. Поэтому тут есть добрые энергии для того, чтобы даже в какой-то классической путанице привнести в нее и ясность. А если это действительно как какой-то идеальный шторм, который касается жизни пары и отношений, но значит, чтобы закончилось это все ровным штилем, и когда вы чувствовали себя счастливыми. Потому что здесь по подкове сразу могут решаться несколько вопросов, не только по эмоциям, да, мы говорим сентименты, чувства, но здесь это может быть связано еще и с домочадцами, может быть, с детьми, да, смотря какая пара, и конкретным местом жительства. То есть мы говорим о стенах, месте пребывания. Ладно, давайте пойдем с вами дальше. И первый вопрос. У нас две колоды Чаромаркети. На колоде Ленорман мы достанем первую карту. Что или кто появится неожиданно? Человек, проблема, может быть, не исключаю, или конкретная ситуация, с чем связана или с кем. И что прояснится? Что спешит в вашу жизнь?
И достанем 3 карты, как 3 позиции, именно на жизнь личную. Первая для тех, кто в паре. У кого все относительно понятно, спокойно, ну, определено. И следующая карта для тех, кто один или одна. Состоится ли новое знакомство? И третья позиция для тех, кто в сложных отношениях. Какие энергии идут в вашу пару? К чему идет развязка вашей истории? Может быть и так. Или, в принципе, чего ожидать? Итак, что или кто появится неожиданно? Ну, любовная тема. Причем неожиданно, дама пик. Здесь может быть и как ваше желание. Знаете, как, к примеру, слышите какую-то новость и понимаете, нет, надо действовать именно сейчас. Или когда, ну, я не исключаю, слухи доходят. И тут тоже может быть такой поворотный момент, когда, ну, побудительный такой момент действовать все-таки, да. Здесь сама по себе очень добрая карта, 9, где-то нам говорит о том, что перемены будут. Может быть, это будет связано с тем, что вы получите предложение. Или конкретный человек, все-таки у нас букет тюльпанов. Это была такая тюльпаномания несколько веков тому назад, когда именно тюльпаны, да, означали символ любви. И здесь нам букет с конкретным письмом. Видимо, не случайно тут анаграмма Чиро Маркетти, ЧМ стоит, поэтому от конкретного человека, который, как вам, посылает весточку. Может быть, это, знаете, как сигнал. Первый сигнал, который может выражаться, когда вам кто-то напишет в мессенджере, да, ну, будем реалистами, переложим на нашу современность. Может быть, и будет какое-то сообщение. Может быть, и звонок, или просто разговор, тут у кого что. Но сама по себе карта будет говорить, кто или что появится неожиданно. То есть для вас будет неожиданно реакция какого-то человека, признание в любви, или, пусть это известная история отношений, которые складывались до какого-то периода. Это возврат, правда, они могут быть возвраты вообще так. Если мы говорим, все-таки ваша планета управитель Венера, особенно для вас, правда, некоторые прошлые сюжеты может вам вернуть. Или на доработку, или на самом деле не все вопросы, ну, как прояснены, что или кто появится неожиданно. Вот смотрите, тут явно есть какой-то союз. Ну, пусть это даже тот союз, который распался. Я могу такое предположить. Не случайно метла и плеть, кнут. Так вот, эта плеть или кнут, нам придется себя заставить заняться каким-то вопросом. Может быть, нам придется себя заставить пересматривать какие-то документы. Может быть, нам придется даже себя заставить где-то видоизменить наши отношения к чему-либо или к кому-либо. Именно заставить, да? Элемент такой, когда мы не собирались этим заниматься в принципе. Может быть, вам и не хочется какую-то историю повторять, но... или вообще даже общаться с кем-то. Но, значит, может быть вынесен из разряда, знаете, скрытой темы вот на поверхность какой-то вопрос, когда все же, если так холодной головой, вы будете видеть, что вам это и приятно, и вам где-то, ну, как минимум, есть ваш интерес. Вот с чем это, с кем связано? Что или кто появится неожиданно? Что за ситуация? Вот уже третья карта, которая говорит, шестерка кубков, это всегда карта ностальгии. Тут и на нас из разряда накатило. Могут накатить такие эмоции, когда, может быть, и вы начнете с кем-то искать контакты. Но здесь история давних отношений, давней дружбы, по которой, видимо, не все шло гладко. Может быть, и было расставание, это правда. У кого-то было предательство, королева жезлов. И скорее было принято какое-то однозначное решение. Так с чем это связано? Что это? Или кто появится неожиданно? Карта будущего. Здесь, правда, повторяется какой-то сюжет, потому что вам его нужно видоизменить, но переложить уже как на новые рельсы, с учетом того, что, может быть, изменилось за последнее время. Или изменились вы сами, изменилось у конкретного человека. У кого-то из вас будет та история, которая банально связана с документами и вашим интересом. Но я не исключаю то же самое, это может исходить от человека. С вами кто-то будет иметь или контакт, или искать этот контакт, когда в вас заинтересован человек. И вполне вероятно, он будет иметь этот интерес в отношении документальных каких-то подписей, к примеру, или согласований.
Может быть, это та история, все же по аркану императора, это у нас всегда структура, когда вам вместе даже придется в какую-то структуру проехать для того, чтобы подписать важные бумаги. И любой ретро-период это для нас приставкой перезаключить, если мы говорим договор, да, или переподписать, пересмотреть, передумать, переделать, ну и так далее. Будьте готовы, потому что здесь история личной жизни, история любви, неожиданно, каким-то новым поворотом, новым сюжетом для вас проигрывается, и это может быть еще и связано не просто с одним человеком, а еще и с какими-то инстанциями, офисами, конторами, учреждениями, называйте как угодно. Но для кого-то это проиграется именно так, когда вам придется свою собственную жизнь организовать по-другому. Будьте к этому готовы. Что прояснится? Все то, что по союзу. Все то, что я сейчас говорила. Именно продолжение взаимоотношений. Кстати, тут какая-то возможность. Туз, треф. И это как туз. Если перекладывать на карты Таро, туз жезлов – это всегда карта шанса. Так а в чем же этот шанс? Король кубков, вы знаете какого-то человека. Вот как раз и проходит это либо супруг, супруга, да, не будем к полу карты уже так привязываться. Король, не обязательно король. Может быть, это и человек, который из разряда родственников, да, и явно союз может быть продолжен по разным причинам, контакты, но больше, конечно, нам говорят о личной жизни. У кого-то могут проходить вопросы с учетом аркана император, бракосочетание, может быть и бракоразводный процесс. Давайте будем реалистами. Опять же, берите из нашего расклада то, что откликается лично вашей душе. И я допускаю, почему нет, если отношения окончательно были утрачены, взаимопонимание отсутствует, а де юре еще вы как бы на бумаге принадлежите друг другу. Я такое могу предположить, что кто-то, и вы, кстати, остаетесь тогда этим довольны, потому что вы как менять тоже можете свой собственный статус. Тут ведь смена статуса, по сути дела. Об этом нам говорят карты. И это происходит, ну, с какими-то новыми поворотами, коллизиями в вашей судьбе. Мы как будто этого не избежим. Но, по крайней мере, вопрос мы можем прояснить. И поэтому, если кто-то, к примеру, смотрит мой расклад и затянувшаяся история, которая касается бракоразводного процесса, вы тут все равно останетесь довольны, мои дорогие. Что-то тут у вас по части вашего союза прояснится. Ну, может быть, у кого-то даже так, что уже есть и новые отношения, да, а не всегда прошлые отношения завершаются быстро. Но тогда я могу сказать, все равно ясность у вас, ясности будет больше до конца года. А что же тогда спешит в вашу жизнь, мои дорогие? Опять же, бумаги, структуры, какие-то важные документы, не случайно сургучная печать. Много будет информации, а может быть еще и будет много сбивчивой информации с учетом ретро-меркурия, что создает вот эту самую путаницу. Но будьте готовы к тому, что, по идее, что спешит в вашу жизнь. Какая-то важная бумага, важное известие буквально спешит, ну, вам как по судьбе. И это может иметь поворотный момент. Это, знаете, как тот документ, к примеру, который предстоит вам подписать, да? Может быть, это какое-то предложение. Я не исключаю, хоть и личная жизнь, но, может быть, личная жизнь увязана с вопросами финансов, работы, какого-то союза такого, да, партнерских отношений, когда, ну, так бывает, все переплелось. Потому что больше, конечно, это карта деловая, но это больше неожиданное известие или неожиданная бумага, которая у нас 27, 9. Это всегда число вибрирующее перемен. Так вот, какие-то бумаги имеют судьбоносный, а я бы сказала, поворотный момент в вашей жизни, в вашей судьбе. Как новая точка отсчета, мои дорогие, что спешит в вашу жизнь? Победа. Вот вам это не та победа, которая сама пришла из ниоткуда, а мы остаемся довольны. Нет, мои дорогие, когда выпадает шестерка жезлов, это мы должны... Ну вот смотрите, как по нумерологии, да, единица – это первый шаг. Вот пока мы от 1 до 6 дошагаем, это наши действия, это наша активность. И 6 – это вот именно победа, когда это пик, это получение результата, мои дорогие.
результата, может как результат выражаться в документе или в бумаге. Поэтому для кого-то будет необходимо. Но вот говорят, что написано пером, не вырубишь топором. И если правильно составлен документ, тогда примите к сведению, он вас будет защищать. Может быть, так складываются события, что вам, мои дорогие весы, именно по части личной жизни, дома, конкретных контактов, взаимоотношений, оформления взаимоотношений, вот именно это нужно через бумагу, чтобы было больше ясности и больше надежности на период последующий, где-то об этом карта и говорит. И более того, мы не успокаиваемся по шестерке жезлов, нам придется держать баланс и все контролировать. Есть возможность. И адаптироваться, видимо, вам придется и не раз. Приготовьтесь к тому, что вторая половина 2026 года для кого-то из вас может перевернуть вообще вашу жизнь. Вы можете даже, ну вот тот сценарий, который вы продумывали для себя до этого времени, здесь вот так вот все складывается за счет того, что у людей что-то меняется. Меняется обстановка вокруг вас. Где-то и вы уже со своими предпочтениями, взглядами, мои дорогие весы, вот есть перемены, как в вас самих. И договариваться придется именно потому, что вот это, как в прежнем состоянии, уже не существует. Оно видоизменилось. Поэтому период 2026 года, второе полугодие, от вас явно будет требовать новых адаптационных качеств, соглашений, каких-то подписаний в виде документов, бумаг, ну и, несомненно, решений. И к чему-то что-то будет радовать, но к чему-то вас себя придется заставлять, вам себя. И для тех, кто в паре, я даже дополнительную карту не достаю. Когда выпадает клевер, многие из вас знают карты, и в колоде Ленорман это, знаете, так по максимуму карта благополучия говорит, что да, у тебя все тут, в общем-то, спокойно. Понятно, бывают всякие сюрпризы, но это все равно еще и соответствует. Кстати, посмотрите, шестерка бубен. Это как шестерка пентаклей. Мы говорим часто по шестерке пентаклей, помощь высших сил. Есть такой, да, момент, когда, ну, как добрая аура вокруг нас. Более того, эта карта может олицетворять, кстати, дорогу, какой-то очень важный контакт, важную встречу, важный диалог, который будет затрагивать и все-таки материальные вопросы. Бубны или пентакли – это деньги. Для кого-то из вас решение как раз финансовых вопросов. Может быть, по части пары, может быть, и по части согласований. В целом, энергии для тех, кто в паре, они, знаете, как все то, что хорошее есть, они заставляют увидеть именно хорошее. А то, что должно быть пересмотрено, как раз вы вместе сообща сумеете это сделать. Добрые энергии опять же идут в вашу жизнь. Но где-то нам и арканы старинного пасьянса тоже об этом говорили, потому что у нас все начиналось именно с подковы «Семейное счастье». Для тех, кто один или одна, давайте мы с вами узнаем, состоится ли новое знакомство. Вот смотрите, тут опять же двояко. Сама по себе карта очень стабильная. Дерево, да, которое уходит корнями вглубь. Но Чаромаркети добавил еще и древо сферот. Есть элемент мудрости и вообще как система элементов, когда полный баланс, полный порядок, мои дорогие. Поэтому тут, правда, я не исключаю. Может быть, это вы думаете, что какая-то история отношений для вас окончательно закончилась, и даже вы поставили точку. Я не исключаю, что и правда у кого-то закончилось, и, может быть, уже вы друг друга не только не видели, но и не слышали ничего друг о друге. Значит, это могут быть, как всплывают, да, какие-то прежние истории, и нам придется для нашего интереса, для нашего благополучия, может быть, и встретиться, и что-то прояснить. А если мы говорим просто о новом знакомстве, может ли оно состояться? По этой карте здесь, я бы сказала, могут быть и люди, которых, в принципе, вы знали. Но вы их не рассматривали как потенциальный номинал для продолжения отношений. А вот тут могут захотеть с вами, к примеру, познакомиться поближе. Или захотите вы. Ну, давайте узнаем, состоится ли новое знакомство. Потому что, когда эта карта выпадает, это что-то надолго. Поэтому, вполне вероятно, здесь могут быть и люди, да, которые
тоже в вашей жизни надолго. Очень часто 13-й старший аркан как раз подтверждает. Мы задали вопрос, состоится ли новое знакомство. Здесь может быть такое знакомство. Я не исключаю все то, что я сказала, то тот человек, которого вы все-таки знали. Но, может быть, вы не рассматривали его как потенциального претендента на какое-то далекое продолжение. У вас самих могут произойти такие перемены, метаморфозы, когда вы начнете это рассматривать. И это может быть связано либо с тем, что себя как-то подает по-другому человек, с вами по-другому выстраивает контакт, вот я этого не исключаю. Или даже тот, кого мы словно не замечали, да, но он, может быть, грезил о вас, или он-то как раз замечал и обдумывал. Вот здесь есть все-таки, ведь это карта трансформации, когда тут что-то трансформируется, но больше с элементом того, что это было вам знакомо. Да, по пятерке пентаклей тут даже знаете, что могло быть? Те отношения, когда вы кому-то отказали, или если вы не отказали, вы не замечали, вот я бы сказала так. Или была даже история, которая со знаком минус, и тут вы, если и погоревали какое-то время, но потом сумели сказать себе, да нет, показалось, или да нет, это какая-то ерунда, это не мой человек, все что угодно. И как ни странно, здесь именно эти люди тоже могут вернуться в вашу жизнь. Но новое знакомство состоится. Я бы сказала, что тут все равно идет тот человек, который за вами либо наблюдал тогда, может быть, вы его не замечали. Может быть, это тот, который восхищался вами. Но нет, больше карта говорит, все-таки вы тут кого-то знали. И вы могли к этому человеку даже иметь негативные эмоции. Не могу я сказать, что здесь новое знакомство. Нет, мои дорогие. Здесь, скорее всего, если будет какая-то история, то, повторюсь, опять же, она будет связана с тем, что вы как минимум несколько раз видели этого человека, но могли не воспринимать всерьез. То есть, видел и видела. Ну и что? Или видел и видел. В принципе, никак. Но вот какие-то сюжеты, причем карта стремительности. Тут кто-то может передумать, хотя точно так же и вы можете что-то передумать, переиграть. Тройка мечей будет говорить о том, что вот именно тройка сама по себе, любая тройка, это карта будущего. Но показывает тройка мечей или тот момент, в котором мы находимся именно сейчас. И это карта избавления от боли, избавления от страданий. То есть у нас, карта говорит, был в прежний период какой-то очень тяжелый опыт. И может быть, я уже несколько раз говорила, что люди расстались. Расстались, может быть, в прах, разругались, да, и не видели, не слышали, и вообще никаких контактов не хотели друг с другом осуществлять. А ведь какой-то поворотный сюжет может быть. Даже такие отношения могут проходить трансформацию. Тогда по тройке мечей это, знаете, уже не болит. Вот есть такая колода у меня, кто смотрит мои расклады долго, святого провидца. Вот там тройка мечей, как израненное сердце, заштопанное сердце. Нам показывают как раз тот элемент, что не болит уже, не кровоточит. Отболело, отгорело. Но шрамы, они ноют. На погоду, да. То есть что-то нам о прошлом напоминает. Но нет чувств. И стало быть, не цепляет. А если не цепляет, это всегда сильная позиция. Потому что какая-то грустная история нам не дает права на ошибку. Поэтому тут, скорее всего, вам придется принимать какое-то сложное решение. Я вижу так. И более того, по восьмерке жезлов это может быть настолько внезапно, в виде новости. Видимо, как неожиданная встреча, да? Вы не собирались с кем-то встречаться, такое тоже может произойти. К чему все идет? Давайте узнаем. Что-то будет развиваться, но не быстро, мои дорогие. У кого-то может быть взаимный интерес по финансам или, правда, по документам. Но для кого-то нам говорят, не гони лошадей. Здесь судьба вам может вернуть, опять же, какую-то историю. Вот любая карта, да, какую ни достань, нам все больше какой-то союз
и плеть, и метла. То есть метла, мы должны какой-то мусор. То есть прежнее что-то, наши отношения, или прежние какие-то обиды, ошибки, причем со стороны как и вашей, к примеру, так и со стороны другого партнера. Нам придется пересмотреть, иными словами, эту трансформацию пройти. Но ведь заключительная карта нам все-таки про союз. Это по максимуму 10 кубков, мои дорогие. То есть даже в сложных отношениях можно найти почетный компромисс. Ну вот как-то так. Не совсем тут про новое знакомство. Для тех, кто в сложных отношениях, вот, наверное, нам тут тоже все рассказали. А вот смотрите, аркан птицы – это сплетни. Это много новостей, причем таких, может быть, там и есть из кучи, из груды новостей одна какая-то тема, которая заслуживает внимания. Но все, что вокруг, это информационный хаос. Причем по этой карте специально могут создавать для нас путаницу. Поэтому мы смотрим на сложные отношения. Это наши собственные могут быть ошибки на фоне того, как нам кто-то представлял информацию, или мы о ком-то сложили определенное мнение. Но я точно так же не исключаю, в кавычках, помощники, доброжелатели. Вот все то, что я говорила вот по этим двум значениям. Не повторяюсь. Но давайте посмотрим, что же дальше. Каковы энергии для тех, кто в сложных отношениях. Выбор, мои дорогие. Непростой по двойке мечей выбор. Вот тут будет идти параллельно. Вот, наверное, смотрите, как ангел, так и змея. Ангел – это как 7 кубков, много возможностей. А двойка мечей вот что-то нас заставляет притормозить это, да? Или включить логику, здравый смысл. Хотя эмоции могут звать совершенно в другом направлении. Что-то вам будет нравиться, давайте скажем так, на 50%. И еще на 50 вообще не нравится. Здесь есть 7 жезлов, всегда люди со стороны, которые пытаются либо вас уговорить, либо к чему-то подвигнуть вас, да, или как-то посодействовать ходу ваших размышлений, мыслей, чтобы вы, скорее всего, с чем-то согласились, мои дорогие. А вот есть одно решение, смотрите, как интересно. Как будто 7 путей. 7 вариантов, 7 дорожек, 7 человек, может быть, 7 конкретных персонажей или предложений, или каких-то ваших собственных вариантов, как могут развиваться отношения, или чем это все может закончиться. А вот есть только одно. Это шанс, мои дорогие. Поэтому шанс, безусловно, примириться есть. Но вам какую-то работу над ошибками тоже придется провести. Здесь двое проводят эту работу над ошибками и делают выбор. Этот выбор касается как и вас, скорее всего, и какого-то человека. Быстро тут на лад что-то не пойдет. И вы знаете, здесь все-таки какой-то как вердикт, возможно, и будет с вашей позицией, точно так же с позиции человека. Потому что туз жезлов – это, конечно, всегда возможность найти взаимопонимание. Но после этого момента, если вы кому-то сказали «да», то тогда это будет на долгий период. Это как перезагрузка вашей жизни. А если вы кому-то сказали «нет», то это может быть навсегда. Туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. Что же складывается в сложных отношениях? Двойка жезлов – это тоже какое-то топтание на месте, мои дорогие. Нулевой аркан. Понятно, что не сглупить тоже надо. Но по этому аркану, конечно, новые энергии пытаются прийти в вашу жизнь. Но Верховный Жрец – это как раз сама по себе судьба. Здесь будет интерес в сложных отношениях ваш и конкретного человека. Посмотрите, у вас 2 карты. 2 провластные карты. Это олицетворение системы, системы иерархии, закона, порядка, менталитета. Тут есть какая-то история, в которой заинтересованы больше 2. И стало быть, это те сложные отношения, в которых может быть 1000 неопределенностей. Или не менее 1000 тоже то, что не устраивает вас, не устраивает другого человека. И все же есть компонент, который вас связывает. По крайней мере, до конца 2026 года вы не можете этот компонент не учитывать. Какая-то история будет продолжена. Пусть у кого-то будет продолжена именно для того, чтобы разобраться по документам. Опять же, перезаключить, переподписать что-то, пересмотреть, мои дорогие.
У кого-то вопросы детей, да, я даже такое не исключаю. Может быть и какая-то важная новость, с которой все начинается. О, видите, как все интересно, мои дорогие. Карта мага. У кого-то напрямую будет как человек, который рожден под знаком зодиака, солнечным или асцендент. По этой карте у нас проходят близнецы или дева. Меркурий, в принципе, проходит, да? Пусть здесь не прописано, не прорисовано именно в этой карте. Но тогда карта двояко будет говорить, что у тебя вот как это классическая путаница или идеальный шторм может возникнуть как раз в тот период, который будет соответствовать ретро-меркурию с 24 октября по 13 ноября. Ну, плюс-минус. Может быть, какие-то важные решения, как и с вашей стороны потребуются, так и будут важные решения в этот период со стороны другого человека. А вполне вероятно, тут ведь карта говорит, сейчас для тебя весы, как все стихии в руках. И где-то аркан Верховного Жреца подтверждает, что да, тут действительно, понимаете, все же я вижу, хоть и есть сложности, но есть здесь и добрая энергия. Здесь какое-то взаимодействие должно быть продолжено, несомненно. Хотя сказать, что вы на 100% чем-то остаетесь довольны, я не могу. Но какой-то сложный, почетный компромисс, как будто будьте к этому готовы. Есть ради чего стараться, самое главное. Предыдущая позиция нам ведь... Вот проиграйте, да, или открутите видео назад, как будто нам об одном и том же говорили карты. Как будто для вас, мои дорогие весы, в паре это лучше, чем сольный вариант и одиночество. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте, как и статьи по психологии, так и гороскопы. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.